анекдота не будет, мы начинаем. Всем привет, доброе утро. Мы начинаем очередную еженедельную встречу. И для начала я предлагаю вам посмотреть ролик об одном из моих любимых разработчиков. Не знаю, здесь ли он, в зале. Поехали. У нас был курс, что-то типа методы оптимизации, что-то в этом роде. Сдал один, получил 2. Его еще, это из 200 человек. Нет, я вообще не пришел, не записывал сначала. Ну, она ни на что не влияла. И я получил, кстати, 5 за этот экзамен. Ну, я не сходил ни на одну лекцию, да. Ну, раньше я бегал. Мечта любого любителя – это пробежать марафон быстрее 3 часов. Вот типа 2:59:59 – это типа все. Ты крутой. Вот мне не хватило 9 секунд. Бежишь, и каждый метр дистанции, там, с обеих сторон, куча людей, тебя подбадривают, да, и, то есть ты там можешь себя чувствовать, не знаю, как рок-звезда, типа. Я как раз пробежал марафон, через несколько месяцев пришел в Dodo, еще побегал полгода, и вот, типа, все, как бы забросилось. Ну, есть куча вещей, которые нам надо сделать в DodoIS. Сложно выбрать, во-первых, как бы, ну, не я один выбираю, да, там, во-первых, у нас есть команда, во-вторых, у нас есть там продукт-оунер. Ну, из того, что, типа, светит в ближайшее время, ну, так называемая база справочников. Вынести всякие справочные данные, которые у нас есть в DodoIS, в отдельный сервис, и чтобы он эти справочники стримил. Ну, я же простой разработчик, чего мне скажешь, что я буду делать? Нет, в смысле разработки я участвую, что ты наговариваешь. Сейчас, вот я сейчас все, я понял. Сейчас вы нарежете, что типа я ничего не делаю и все. Да, мир великолепен. Так, меня зовут Андрей Маревский, я архитектор DodoIS, но сегодня я буду рассказывать о сайт-проекте, который, казалось бы, к DodoIS отношения не имеет. Этот проект мы сделали небольшой группой энтузиастов для продвижения нашего бренда в IT-сообществе. Дело в том, что в этом году наша компания решила стать спонсором крупнейшей в России конференции .NET-разработчиков. Это конференция .Next. В Москве она проходит каждый год в ноябре и обычно собирает более 1000 программистов. И все эти программисты, они специализируются именно на нашем стеке технологий. Значит, это отличный шанс познакомиться с ними, рассказать о нас и привлечь их к нам в компанию. Спонсорский пакет позволял нам открыть собственный стенд на конференции. Мы могли там проводить конкурсы, раздавать бесплатную атрибутику, просто выхватывать людей из толпы и хантить их. И забегая вперед, скажу, что мы так и делали, но так делают все. А мы хотели зайти на конференцию ярко, мощно. Да что там говорить, мы хотели быть самыми крутыми на этой конференции. И для этого нам, конечно, был нужен какой-то интересный и запоминающийся ивент. И в середине августа мы собрались на брейншторм, чтобы придумать такой ивент, и мы его придумали. Мы решили сделать компьютерную игру, в которую могли бы играть все участники на конференции, они могли бы соревноваться друг с другом за лучший счет и получать за это от нас призы. Поскольку никто из нас раньше не делал игры, мы решили делать текстовый квест. Нам показалось, что он проще в реализации. Так как все участники конференции тусуются в телеграм-чате .next, мы решили запускать игру в Телеграме, то есть сделать телеграм-бот. Ну и, конечно, игра должна была быть про нашу специфику, поэтому мы выбрали сюжет с приключениями курьера, который развозит пиццу. Но это не просто курьер, это программист, который отправился в Гембу и стал курьером. То есть так мы сделали игру и ближе к аудитории, и вместе с тем транслировали наши ценности. Но все это, на самом деле, вся эта идея была чистой воды слабоумием и отвагой, потому что, как я уже говорил, никто из нас никогда не делал игры. Игры — это вообще, по-моему, самые рискованные проекты в IT. Даже крупные студии, которые делают игры десятки лет с бюджетом $1 миллион, выпускают провальные продукты. Что уж говорить про нас. Единственное требование к игре — приносить фан. Фан — это сложно измеримое, это хрупкая конструкция. И специфика индустрии в том, что на ранних этапах нельзя получить фидбэк от людей по сырому продукту.
а когда продукт уже готов, этот фидбэк получать поздно. Ко всему к этому у нас был только один шанс на успешный запуск. Это 2 дня конференции, это 22-23 ноября. Мы либо выстреливали, либо проваливались в эти дни. Нельзя было сказать, мы поняли все ошибки, сейчас мы все исправим, давайте через неделю соберемся заново. Времени у нас было 3 месяца. Кажется, что это много, но мы собирались сделать проект в свободное время, кто когда может. Поэтому по факту мы не знали, сколько же у нас будет часов на разработку игры. Но глаза боятся руки делают. Все-таки он упал. Но глаза боятся руки делают. Невозможно в паре минут описать весь опыт, который мы пережили за эти 3 месяца. Из интересного, представьте, что игра — это кодинг, это всего лишь 20% в продукте игры. То есть там, где мы Dodo.es уже релизим, в игре остается еще 80% работы, и это производство контента. Мы написали 55 уникальных историй. Каждая история занимала не менее 6 часов. 55 историй — это 300 страниц текста. Это целая книга. То есть мы написали книгу. И что самое интересное, после первых плейтестов я просто выбросил половину созданного контента, потому что он был недостаточно крут. Так вот, на ощупь, через пробы и ошибки, мы от прототипа, который выглядел так, что непонятно, зачем кому-то в это играть, тем более 2-й раз, этот прототип превратился в затягивающую игру, в которую хочется играть снова и снова. И, конечно, надо сказать, у нас не получилось сделать это в свободное время. За месяц до дедлайна мы перешли на full-time, потому что, конечно, мы не успевали. И сегодня я представляю ту игру, которая получилась. Она называется Courier Man, сокращенно C-Man, текстовый квест. Программист отправляется в Гэмбу и становится на 1 день курьером в пиццерии. Его задача — развести как можно больше заказов по разным концам города и заработать как можно больше денег. Деньги — это его счет, это соревновательный элемент. У игрока есть 3 раунда, он может брать сколько угодно заказов. Главное — успеть за 60 минут. Но не все так просто. Естественно, в дороге нашего курьера ждут приключения, он постоянно вляпывается в какие-то ситуации, которые будут мешать ему успеть вовремя или, наоборот, помогут заработать больше. Все зависит от выбора, от решений, которые принимает игрок. Решения нужно принимать на каждом шаге, они открывают новые развилки в сюжете, открывают новые возможности в игре, и в конечном счете влияют на финальный результат. Итак, 22 ноября, точно в срок, мы вышли на конференцию с нашей игрой. Игра удалась, игра состоялась. В конференции приняло участие 1100 человек. Из них 500 просто поставили нашу игру, посмотрели на нее. 300 прошли хотя бы раз от начала до конца. Десятки людей стали активными фанатами, которые играли 20, 30, 40 раз. И 113 человек передали нам свои контакты уже после конференции, потому что захотели продолжить с нами общение. Вот некоторые отзывы, которые оставляли участники на сайте организатора. Все отзывы восторженные, олдскульная, атмосферная, залипательная. Такими эпитетами награждали игру. Люди подходили на стенд, жали руки, благодарили. Признавались, что пропустили конференцию, потому что играли. Кто-то играл всю ночь, он не мог остановиться, он хотел открыть там все секреты, а секретов в игре много. Кто-то пришел в 5 утра, чтобы обогнать первого человека в рейтинге. Причем люди боролись не за призы, а просто ради фана. Им было интересно, хотелось играть еще и еще. Я считаю, что в виде этой игры мы получили не только ивент для конференции, но и мощный маркетинговый инструмент для коммуникации с любой аудиторией. Это коммуникация через погружение в наш мир, через эмпатию, через передачу нового опыта и переживаний. Это самый глубокий вид коммуникации, самый глубокий способ вовлечения в нашу историю. И напоследок, я думаю, что мы совершили маленькое чудо. Команда без опыта,
с такими рисками. Мы сделали не клон какой-то известной игры, мы сделали свою уникальную, оригинальную игру, придуманную нами от начала до конца, которая дает игрокам совершенно новый опыт, новый игровой опыт. И все это, конечно, не было бы возможно без, на мой взгляд, 3 слагаемых успеха. Это мотивация, колоссальная мотивация, которая у нас была. Именно она позволила вложить нам всю душу в игру. Никакая внешняя студия не вложилась бы столько в игру сил и любви, сколько это сделали мы. Каждый момент игры, он сделан с любовью. Это культура экспериментов, когда можно просто взять и выкинуть половину, потому что это не круто, и попробовать что-то новое. Постоянно искать что-то, что работает лучше. Это же, конечно, и здоровый, хороший, здоровый перфекционизм. Мы никогда не останавливались на том, что вроде нормально, каждый момент в игре отполирован и переделан десятки раз. И так, мотивация, культура экспериментов и перфекционизм – вот, на мой взгляд, секрет любого крутого продукта. И, собственно, свой секрет я вам открыл. На этом у меня все. Спасибо за внимание.